Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Я начинаю новый влог. Сегодня у нас уже понедельник, 5 сентября, но продолжаю старый заказ, точнее предыдущий. Я уже отвязала 4 погремушек, я вам показывала их. Вот у меня корзиночка. И буквально за выходные связала только вот одного мальчика в синем голубеньком воротничке, так как в субботу я была на работе. И вчера немножко повязала. Сегодня начала уже новую погремушку вяжу. И здесь у меня есть 3 заготовочки. Также на зайчиков погремушек ушками вверх. Вот. Процессы пока двигаются. Потом уже будет интереснее смотреть, когда их много соберется в одном кадре. Также продолжаю вязать все из пряжи Газал Джинс и крючком китайским 2. Но недавно я сделала себе покупочки на Валбересе и купила себе 2 крючка фирмы Clover. Я взяла 2,25, чтобы он был по соотношению китайского крючка номер 2 и крючок 2,5, так как я тоже иногда вяжу таким большим крючком, либо это бусины, либо, может быть, буду вязать также из тонкого плюша. И также заказала 2 пакетика с бусинами. Это можжевеловые бусины. Мне они напоминают мое детство, так сказать, потому что в Анапе есть можжевеловый заповедник, и мы туда с родителями очень часто ездим. У меня папа занимается подводной охотой, и как раз таки в тех местах рыбка очень хорошо возится, и мы с папой, точнее, мы с мамой хвостиком ездили сюда с ним, и как раз таки очень часто гуляли по лесу, где растут эти вот можжевеловые деревья. Постоянно какую-нибудь веточку домой привезем. Папа сделает стружку, мы набьем подушечки, и, в общем, это очень хорошо успокаивает нервы. И вот решила заказать, чтобы сразу не заказывать оптом в городах, где также есть можжевеловые деревни. Я решила сначала взять, попробовать и посмотреть, как, по ценам сориентироваться. И чтобы быстрее, конечно, ко мне добралось. Заказывала это все на Валбересе. Это размер 14, вот это 14 размер, вот это 16. Вот. Открыла. Запах, конечно, невероятный. Сразу же от запаха у меня вспоминается Анапа. Вам, конечно, через камеру не передавать, но очень-очень насыщенный вкус. Такой успокаивающий, очень классный. Так что буду пробовать. У меня как раз-таки поступил еще один заказ после погремушек на модуль. И как раз-таки хочу попробовать добавить можжевеловые бусинки. Вот. Так что мои такие процессы на сегодняшний день. Буду продолжать вязать. И всем хорошего и приятного просмотра. Всем привет! Сегодня у нас уже новое подключение. Вторник. Я решила устроить ревизию по пряже. Хочу дозаказать несколько моточков, которых у меня нету из Yarn Jeans, из полухлопка какой-нибудь. И заказать плюш Dolce Baby. И вот у меня вот такие вот моточки, которые остались, для меня не особо ходовые. Вот они лежат, ждут своего часа. А здесь в основном те рабочие мотки, которые я вяжу постоянно. Вот, хочу перебрать и дозаказать. Хочу выписать в тетрадку, посмотреть, подумать, какие больше оттенки у меня ходовые, заказать немножко побольше и потом сравнить. Чтобы потом лишние оттенки у меня не лежали, как, например, вот в пакетиках. Надо посмотреть очень внимательно. Так у меня здесь Alize Hobby я не очень люблю. Он у меня есть, но его очень мало в наличии. Он так лежит у меня для ассортимента. Здесь в основном у меня Christmas, чуть-чуть оттенков, Картапу. Это здесь по 2-3 моточка лежат. Так, у меня тоже еще в запасе. И Газал Джинс. Такие тоже ходовые мотки. Здесь у меня лежит отдельная корзинка Коко для бусин. А здесь у меня 20 мотков, 11-20 номер. Запаслась так, чтобы точно было. Вот. Здесь у меня чуть-чуть плюша.
Здесь игрушки у меня хранятся, а там Alize Lana Gold и Alize разные, в общем, моточки. Шерсть я отсюда убрала, он тоже лежит пока в запасах. Там зайка выглядывает. В общем, решила перебрать пряжу. А здесь у меня в ящичке лежат те моточки, которые уже начатые. Я тут колупаюсь, ковыряюсь в основном. Так, ничего нового больше показать нечего. И хочу показать вам, что у меня творится на рабочем столе. Я связала все здесь 8 погремушек. Одному надо связать воротничок, это мальчик, а другому тоже воротничок и ушки оформить. Вот. И осталось связать 2 погремушки ушками вниз, и все. И хочу завтра уже отправить заказ. А здесь у меня стоят те герои, которые ждут своего часа. Первый будет у меня Пандингтон, потом Гринч. Гринчу я хочу переделать морду. Я его вязала изначально для... Новогодний марафон был, вот, в общем, и вязала Гринча, так, чтобы успеть связать там в течение дня и довязать на выходных. Насчет головы я особо не думала, так, вывязала ее небольшой овальной формы, а к мастер-классу хочу переделать и немножко туловище удлинить, так как он у нас немножко коротковатый, ножки у него коротенькие, а туловище в мультике такое длиннёное. Вот, хочу это сделать и попробовать из другой пряжи. Это тоже вязала из Gazal Jeans, какой оттенок зеленый тогда на тот момент у меня было, я вязала. В общем, тоже к новогоднему, к зиме, в общем, готовясь. Здесь у него есть колпак, шарф и штанишки. Вот, тоже будем вязать. Здесь я выбираю пряжу, смотрю оттенки, палитру. И все, и буду потом продолжать работать. Так что пойду работать, хочу быстренько перебрать, довязать и все. И завтра начать уже новый заказик на держатель для колясочки. Честно говоря, я думала, у меня палитра более такая насыщенная, но у меня все какие-то тона темные, мало светлых. Всем привет! Сегодня новое подключение. Я все никак не могу закончить заказ на погремушки, потому что я очень надеялась и планировала, что утром я все оформлю, уже отправлю к обеду, но нет. Я когда вязала погремушку ушки вниз, там всегда идет в заказе один цвет. Это Alize Cotton Gold. Такой нежно-розовенький. Это получается оттенок у нас 300... Сейчас фокус. 382. И как вы думаете, я связала, пришила, оформила. И получается, у меня остался маленький кусочек. И я поняла сразу, что на ушки мне не хватит. Думала изменить схемку. Буквально убрала несколько рядов, чтобы ушки были связаны. И так, я сбилась. И в итоге, в общем, мне не хватило буквально... 1–1,5 пряжи, чтобы довязать второе ушко. Вот, и получается, это у меня пойдет в процесс недовяза. Может быть, свяжу какую-нибудь погремушку, оформлю ее не зайки уже, ну, какими-нибудь разными цветами соединю. Может быть, сделаю единорожку. Будет игрушка-погремушка в наличии. Вот, поэтому теперь я вяжу все однотонные игрушки из пряжи Gazal Jeans. Это оттенок 11-20. И будут они все в таких кремовых оттенках. На данный момент на 8 на 9 я вяжу, получается, у меня ушло 3 мотка полноценных и 1 моток вот только что я начала. Ну вот, грубо говоря, 3,5 мотка примерно уйдет на 10 погремушек. Именно вот по моей схемке. Схемку на таких погремушек я оставлю внизу под видео на ссылочку на описание. Единственное, что описание идентичное, только уже оформление заек у меня совсем другое. Изначально я оформляла по одному образу, потом вот начала оформлять по другому образу. А так, образ игрушки можете выбирать сами, просто сама схемка идентичная.
На примере, например, моей погремушки объем головы, да, если сантиметром измерять, получается 20-21 сантиметр, чтобы вы примерно понимали. Вяжу я крючком номер 2 китайским, либо кловер 2,25, чтобы вы понимали соотношение. Если у вас будет крючок 2 не китайский, то игрушка, погремушка будет маленькой. Вот. В общем, немножко вчера психанула из-за этого и решила начать уже новый заказ. Ну, здесь буквально я связала пару ручек. Это держатель, модуль для колясочки в виде тигренка. У тигренка будет голубенькая кофточка, синий комбинезончик и сам тигреночек светло-желтенький с коричневой гривой. Я уже такого вязала, только в зеленых оттенках. Вот. Так что надо быстрее уже заканчивать с этим заказом и уже отправлять. И начинать следующий. Да, следующий заказ. Я все никак не могу добраться до этого медведя. Он так смотрит на меня, так ждет, пока я еще свяжу друга, и мы начнем мастер-класс. Но пока все откладывается. Вот. Пойду дальше вязать и до нового подключения. Как только у нас похолодало в Краснодаре, я решила заняться выпечкой. Вечером мы решили сесть всей семьей попить кто кофеек, кто чаек. Это шоколадный брауни, а это с апельсином и цедрой лимона добавлены. Вот, вкусняшечки. Девочки, делитесь, кто любит печь и у кого есть интересные рецептики кексиков. В нашей семье любят все. Пока есть свободное время, я всегда люблю выпекать. Ну, когда не жарко. Остальное время я все время вяжу. Так, у меня день продолжается, уже сегодня вечер, и я вяжу уже заказ, начала вязать модуль на кроватку, и хочу показать, как я креплю держатель на игрушку, потому что у меня в комментариях и ВКонтакте писали, спрашивали, как я это делаю, но не было возможности показать на определенном товаре, на определенной игрушке. И как раз таки вот момент настал. Я связала для держателя 3 бусинки. У меня идет большая, средняя, маленькая. 2 бусинки снизу, где вот будет голова игрушки, и между ними маленькие. Вот, и сам держатель. Держатель у меня в форме левушки, как и сама игрушка. Вот здесь вот так вот будет крепиться. Я связала уже веревочку. Она связана из мерсеризированного хлопка Коко. Связала длину примерно 50 сантиметров, можно больше 60, ну, с запасом. Крепитель. Берем теперь держатель. Я захватываю обычной петлей, протягиваю раз. И для верности еще раз также протягиваю. Сюда веревочку просовываю. То есть получается двойная. И затягиваю очень сильно. Теперь беру иголку и протягиваю бусинки, как они должны быть, сверху вниз. Теперь нам нужно завязать здесь узел, подтянуть хорошо и завязать узелок. Чтобы узелок у нас был больше, чем сама дырочка в бусинке. Меня немножко отвлекли. Вечерняя съемка. Я продолжаю вязать, и чтобы не пропустить момент показать вам, я снимаю вечером. Вот, мы с вами завязали узелочек.
И в таком состоянии наш находится держатель. Вот теперь нам нужно просто завязать. Я завязываю обычными узелками где-нибудь вот здесь вот посерединке головы. И стараюсь вот этот узелок, который мы с вами завяжем, уже будем крепить, спрятать вовнутрь головы. Вот, я надеюсь, я понятно объяснила. Вроде ничего сложного нету. Главное просунуть так, чтобы не в одну дырочку, а через столбик просунуть, завязать очень хорошо на несколько узелков и спрятать его вовнутрь головы. И все. Всем привет! Сегодня у нас уже четверг. И хочу показать вам свой готовый результат. Я уже довязала модуль на колясочку-кроваточку. Можно его цеплять. Вот так он выглядит. Сделала комбинезончик. Комбинезончик съемный. Но его не обязательно снимать постоянно. Просто он так симпатичнее смотрится, когда деталька одежды вяжется отдельно. Вот, закрепила здесь сам держатель. Очень хорошо завязала узелочки, как я вам говорила, и ниточки спрятала по разным сторонам головы, то есть запутала. Вот. Пришила пуговку, мышку. Похож как на котика, только большого, и все любят мышек, поэтому пуговку я и такую выбрала. Оттенки все выбирала заказчица, еще фотографию ей не отправляла. Вот сейчас отправлю, посмотрю, какой будет результат. Но я надеюсь, что очень понравится. Так. И следующее я уже упаковала по пакетикам. Единственное, что у меня закончились почтовые пакеты. Сейчас пойду на почту, куплю пакет, оформлю все в интернете и уже просто отдам. Не стала уже подключаться, показывать каждую погремушку. Они, в принципе, все одинаковые. Как обычно, я их всегда вяжу по одной схемке, повторяюсь. Здесь 10 штучек, 2 ушками вниз и все остальные 8, которые я вам показывала в течение видео. Вот. Так что это я показала, отчет вам рассказала, и сейчас покажу, что буду вязать дальше. Дальше мне пришел заказ на 4 уточки и на 12 собачек-котиков, которые я вязала буквально вот недавно. Одна уточка розовенькая у меня есть, мне нужно связать таких 2 уточки, это маленькие, которые... 2 розовеньких и 2 оттенка фиолетовых. У меня пока моточек один фиолетовый, идет поставка пряжи, жду. И как раз таки пока буду там совмещать, пока буду вязать, пряжа уже придет. Так что сейчас на этой недельке я довязываю уточек, а со следующей недели уже начну вязать собачек. Точнее, начну снимать влог, чтобы вам было что-то показать на следующей недельке. Вот так вот. Так что пока я... На этом заканчиваю свое видео, точнее свой кусочек сегодняшнего дня, и подключусь уже к вам завтра и покажу, каких уточек я уже успела завязать за сегодня. Так что до следующего подключения и пока. Купила на Валбересе коробочки, вот, как раз таки для таких небольших игрушек, и хочу с вами вместе упаковать и посмотреть, как это будет выглядеть. Это бумага тишью в виде детских игрушек, ножик, такая расцветка интересная. Я уже примеряла, вроде помещается хорошо. Вот так вот, чисто одна погремушечка. Всем привет! Сегодня у нас уже суббота, заключительное видео перед тем, как выпустить итоги этой недели на канал. В пятницу я ничего не снимала, я упорно вязала уточек Лала Фан Фан.
Я связала пока только 3 штучки, так как у меня в наличии был один моточек фиолетового оттенка. И вот жду поставку пряжи, как раз таки придет такие оттеночки, и я довяжу. В заказ нужно, повторюсь, 4 уточки по 2 оттенка розового и фиолетового. Вязала я крючком 2,75. Это пряжа Yarnard Dolce Baby. Тоненький плюш, мне очень нравится с нее вязать. Комфортно мне, по крайней мере, чем из толстой пряжи. Но толстую пряжу я тоже заказала. Буду руки набивать в нее. Так как я из нее вязать могу, но это не та пряжа, которая мне очень нравится. Я любитель вообще полухлопка или шерсти, например. Здесь я вставляла глазки номер 8. Звоночков у меня, к сожалению, нет. Я выбрала такие яркие бусинки по цветам. И здесь такая ярко-малиновая, а здесь ближе фиолетовая, чтобы бусинки подходили к оттенкам. Щечки я вязала из пряжи Softy. Это тонкая пряжа Alize Softy, оттенок у нее 265. Вот. По метражу, я думаю, уже многие знают, 50 грамм на 115 метров. Вяжу крючком 2,5 и очень комфортно вязать вот такие вот небольшие детальки, чтобы были они ровненькие и красивенькие. Вот. В общем, с уточками я немножко откладываю процесс, жду пряжу и дальше уже приступила к вязанию собачек. Я успела уже связать одну собачку, решила не навязывать детальки, а вязать по готовности. А то в прошлый раз я немножко напряглась, когда я вязала очень много маленьких деталек, это ножки и хвостик. И вместе с ушками, это очень, честно говоря, напряжно. Здесь получается в ушках нужно связать 4 детальки на голову, детальку мордочки и 5 деталек ножек с хвостиком. Ну и 6-я деталька, например, 11-я деталька, это воротничок. Это столько нужно пришить все, не вязать, а именно пришивное. То есть очень-очень напряжно, прям очень-очень напряжно. Когда вяжешь одну-две, еще ладно, но когда у тебя уже 10-12 штучек их, то немножко сидишь и напрягаешься. Поэтому я решила вязать по готовности, посмотреть, как будет так процесс идти. И начала уже вторую голову. Это будет мальчик. Я ему связала, уже все пришила. Сегодня буду начинать уже оформлять тело. Это будет мальчик в таком красивом зеленом салатовом оттенке, но более подробно я уже буду рассказывать на следующем вязовлоге. Повторюсь, все собачки и котики, которые я вяжу, они на шплинтовом креплении, то есть голова у них крутится полностью вокруг своей оси. Получается, ножки и ручки на нитяном креплении, а хвостик пришивается по кругу, как и по мастер-классу. Шплинтовое крепление я использую 15 миллиметров. Я заказываю их на Валбересе. Ссылку, кому надо, я оставлю под видео. Сейчас они, правда, подорожали. До этого я заказывала за 130-160 рублей. Сейчас они с 240, я смотрела. А перед этим было по 260. Вот. Но у меня в запасах есть 2 упаковки, но мне все равно не хватает, поэтому буду и ждать, искать. Может быть, немножко упадет цена, чтобы заказать еще. Либо просто искать диски, эти штучки железные у меня есть в наличии. Вот. Вяжу крючком все номер 2, либо 2,25 кловером. И получается, в мастер-классе там вяжет девушка из риса, а эти игрушки полностью из полухлопка. Тоже очень хорошие, аккуратненько смотрится. Вот. Ну, на этом у меня все. Такие вот мои процессы за эту неделю. Все готовые работы уже, которые я вам показывала, я отправила. Все уже по домам. А вот эти вот игрушки все ждут своего часа. Так что я надеюсь, вам мой вязовлог понравился на этой неделе. Буду ждать от вас комментарии, вопросы. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. А еще я хотела вам рассказать, что ко мне приехали мои игрушки из магазина. Магазин закрылся, и игрушечки я свои забрала. Вроде как намечается ярмарка у нас в Анапе. Вот как бы хочу поехать, но, как показывает моя практика, и по возможности не всегда получается. Но буду очень стараться, как бы готовлюсь, но посмотрим, как будет. Хочу показать вам, какие игрушки у меня есть в наличии. Может быть, кому-то приглядится. Это погремушки.
Из них можно собрать какой-нибудь наборчик. У меня их тут достаточно. Цены на погремушки разные, потому что есть где поменьше погремушка просили связать, где побольше я вязала. Это по новой схемке я их вязала. Здесь более большая игрушка, чем, например, зайки с ушками вверх. Потом из игрушек у меня лисеночек. Я вязала его для коллекции для моих зверят по одной схемке. Жирафик. Сейчас не видно. Жирафик. Мишка Винни-Пух. Обычный мишка. Бегемотик. Погремушка у меня еще. Я вязала ее в новогодних стартах. Пингвинчик. Потом в прошлом году вязала вот такой вот мальчик, сладкий мальчик, или сладкий пирожок, как он. В общем, сладкий человечек в виде черничного пирожка. Ну, как-то так. Есть на него мастер-класс, также оставлю ссылочку, если кому интересно. Уточка Лала Фан-Фан, я вязала ее для мастер-класса. Желтенькие разобрались, а вот розовенькая у меня одна осталась. На них также есть мастер-класс в виде формате видео на канале, поэтому тоже оставлю ссылочку. Кому интересно, проходите, вяжите. Потом маленький солдатик у меня остался по такой же схемке, как и мои игрушки, по одной, только здесь голова чуть-чуть меньше. Прошлогодняя пандочка. Эту пандочку я вязала по мастер-классу тигренка к Новому году. И также ко мне приехала моя подвеска для погремушки, для грызунка, либо для пустышки в виде лисенка. Здесь вот можно красивый набор собрать. Погремушка и держатель для сосочки. У всех погремушек звонкий звук. Так что, кому интересно, все игрушки, которые есть у меня в наличии, я, конечно же, сделаю скидку. Поэтому, кому интересно, пишите. О цене мы с вами договоримся. Я думаю, цена будет тоже очень приятная. Если не распродастся, то поеду на ярмарки и распродам. В любом случае буду делать скидочку на все игрушки. Поэтому, кому интересно, пишите. Ссылочка для ВКонтакте, где можно будет со мной связаться, я оставлю также под видео. Это которые игрушки с магазина. Помимо их у меня еще есть игрушки. Сейчас вам еще покажу. А это получается новая партия. Здесь в основном все игрушки, которые я вязала для мастер-класса. Малышей моих заказывают в разных оттенках, в разных цветочках. А какие я вязала для мастер-класса, они пока со мной. Так как в ярмарках я не участвую, они пока лежат и ждут своего часа. Это малыши аксолотли в двух расцветках. Два зайчика. Один в свитерочке, а другой просто нежно-лиловый. Вязала обезьянку. Это получается моя проба связать красную пандочку. Так она выглядит. Потом чеширский котик у меня вязался для мастер-класса. Крокодильчик, мини-гена. Потом у меня связан мишка из пушистой пряжи, типа в формате тедди. Тоже по этой же схемке, как и малыши. Вязала китенка яркого мандаринку. Были планы навязать таких очень много, но планы мои пошли не в то русло. Вот такой вот мой маленький плюшевый медвежонок. Такого я связала сразу же после, как связала пингвиненка. Пингвиненок — это платный мастер-класс. Он абсолютно примитивный, простой, но мастер-класс я все равно купила. Такой вот пингвин тоже очень яркий, красивый. Зайка тоже лежит у меня, ждет своего часа. На ярмарку ни разу с ним не ходила. Это также для мастер-класса я вязала. И по этой же схемке я вязала енотика. Был еще лисенок по этой схемке, но его купили. Вот. В общем, такая целая орава у меня игрушек. А есть какие-то вопросы, пишите. Все, на этом точно все. Пока-пока.